Есть такая нейросеть, называется Claude. Это как чат GPT, только лучше. Она лучше пишет тексты и код. Я уже записывал видео про нее на канале. Посмотрите видео, где я просто делаю обзор этой нейронки, и видео, где я объясняю, почему я плачу за эту нейросеть подписку за $100 в месяц. У Claude, то есть у нейросети, есть десктопное и мобильное приложение. Это приложение, через которое можно что-то делать прямо на компьютере. И фишка его в том, что если, например, запустить это приложение через терминал, а не как обычное приложение, то она может делать очень много. Ну, создавать какие-то файлы на вашем компьютере, запускать сайты, искать информацию в интернете. Реально очень могучая вещь, которая работает через терминал. То есть мы открываем через терминал ее, пишем какую-то задачу, и она начинает шуршать по моей работе, выполняя какие-то задачи. Но минус большущий, что придется сидеть на жопе в этот момент и сидеть перед монитором. Нельзя отойти и управлять этой сессией как-то с телефона. До этого момента нельзя было. Сейчас можно запустить сессию в терминале и потом управлять ею через Telegram-бота. В этом видео покажу, как это сделать. Мы заходим на сайт с документацией и читаем внимательно, что нужно для того, чтобы эта штука заработала. Во-первых, нужна такая библиотека, которая называется Boon или Ban. Ее нужно установить у себя на компьютере. Устанавливается она через терминал. Команда для Windows вот здесь, команда для macOS вот здесь. Копируем эту команду, открываем командную строку, которая называется терминал, вписываем в нее эту команду, которая устанавливает Boon или бан на наш комп, ждем, пока она закончится, и после этого можем запускать Claude и настраивать его. Готово, установился, и теперь я просто запускаю Claude. У меня открывается вот такое окошко, где я могу начать писать ему задачи какие-то или вводить команды. Нас интересует команда из настроек. Вот так выглядит команда по установке плагина для работы с Telegram. Плагин install Telegram из официального магазина плагинов Anthropic. У меня он уже установлен, поэтому команда завершается тем, что написано, что уже установлен. Если вдруг какие-то ошибки, здесь написано, что можно перезагрузить, то есть обновить магазин с плагинами, или просто установить, если вдруг он у вас по какой-то причине не установлен. Ну и после того, как мы установили Telegram, нужно перезагрузить плагины, то есть reload plugins, выполняем команду, и дальше нужно установить токен нашего Telegram-бота с помощью команды configure. То есть мы вводим Telegram configure, вот там, где написано токен, нам нужно вставить токен нашего Telegram-бота. Вы, скорее всего, знаете, что боты создаются через официального главного бота, называется bot father. Переходим в него, нажимаем на кнопку Open или Открыть, или меню, в зависимости от того, что у вас за клиент Telegram. Выбираем команду «Создать нового бота», придумываем его название, например, Claude, и называем его My Claude TG Bot, например, так. Все занято уже. Во. My Claude TLG Bot готово. Нажимаем «Создать». У нас появляется окошко, где находится секретный ключик, токен. Его желательно никому не показывать, но у меня нет такой возможности, я записываю для вас видео. Потом можно будет его перевыпустить, если вдруг его кто-то увидел, этот токен. Копируем этот токен и вставляем вот в эту команду Telegram Configure. Там, где у нас было написано токен, мы вставляем наш реальный токен. Нажимаем Enter. После этого он у нас запросит разрешение на запись настроек, нажимаем «Да», то есть Enter. И у меня уже был до этого настроен Telegram-бот, поэтому он сейчас попробует перезаписать его. И вот сейчас он столкнулся с какой-то ошибкой, попробует переделать. И вот он спрашивает, можно ли перезаписать. Я разрешаю перезаписать, он перезаписывает. И после этого все, готово. Токен сохранен, настройки готовы. Теперь он говорит, что нужно написать сообщение нашему Telegram-боту. На всякий случай лучше все-таки перезапустить Claude и запустить его вот с таким флажком Channels. То есть мы копируем следующую команду из документации. Из этого Claude мы выходим с помощью команды Exit и снова запускаем Claude. Вот таким вот образом. Опять открывается Claude. Не, неправильно. Еще раз выходим. Нам нужно его перезапустить вот с таким флажком. То есть мы пишем Claude, Channels, плагин, бла-бла-бла-бла-бла. Запускаем. Нажимаем «Да», и теперь он запустился и слушает сообщение от нашего бота. Возвращаемся в Telegram, находим там нашего бота, открываем с ним чат, нажимаем кнопку «Старт»,
И, по идее, он должен отреагировать. Вот у меня здесь написано, что один MCP-сервер не запустился. Возможно, это как раз Telegram не запустился. Сейчас попробуем написать «Привет». Да, он все-таки не запустился. Как можно исправить эту ситуацию? Открываем MCP и видим, что плагин с Telegram не запустился. То есть какая-то есть проблема. Можно попробовать его reconnect сделать, перезапустить. Нет, он не запускается. По какой-то причине у меня, видимо, что-то конфликтует с ним другое. Возможно, у меня есть уже какая-то другая команда, которую я забронировал под слово Telegram. Вполне себе возможно так. Я сейчас проверю и вернусь. Он говорит, что никакой другой плагин не занимает слово Telegram, просто у меня не запустился бан вот этот вот. Видимо, нужно было перезапустить терминал полностью. То есть я закрываю терминал, полностью его перезапускаю, запускаю снова клод с флажком channels, и теперь, по идее, я должен написать сообщение, он должен заработать. Во, он заработал, наконец-то, супер. После команды старт он не реагирует, но на слово «привет» он реагирует и выдает нам команду, которую нужно вставить в клод. То есть мы вот сюда в клод вставляем Telegram Access и код, который нам дал бот, и тем самым связываем свой Telegram-бот вот с этой сессией в клод. И теперь, когда я буду писать какие-то сообщения в Telegram, он будет управлять вот этой моей сессией. Так, мы разрешаем, нажимаем «Разрешить», нажимаем «Allow», разрешаем команды в Bash, дальше разрешаем записывать какие-то файлы на компе. Отлично, все. Мы только что соединили сессию со своим Telegram-ботом. То есть если я сейчас захочу что-то сделать, например, рассортируй на моем компьютере папку Downloads. Я хочу, чтобы ты разложил файлы по папочкам, в зависимости от их типа. Папки для типов уже созданы. Там есть какие-то файлы, которые не лежат по папочкам. Нужно навести порядок в папке Downloads. Попробуем дать ему реальную задачу. Для нее обычно нужны дополнительные права, потому что папка Downloads дополнительно защищена в macOS, но попробуем решить такую задачу. Отправляем. И у нас пришла задача вот сюда в Telegram. То есть точнее, из Telegram она пришла прямо в терминал. То есть я пишу задачу как бы в Telegram, а она приходит в терминал. И если я хочу разрешить Клоду вообще любые операции, то нужно запускать его не в режиме обычного терминала, а со специальным флажком, который дает разрешение. Он называется Bypass Permissions, но я его запустил не так. Хочу проверить, как он отреагирует на такую задачу в обычном режиме. Давайте посмотрим. Он запрашивает у меня разрешение, то есть в терминале это выглядит вот так, в Телеграме это выглядит в виде кнопок. Мы нажимаем Allow и даем, судя по всему, таким образом доступ к папке Downloads. Вот он отвечает. Принял, сейчас разберу папку Downloads, разрешаем ему на выполнение команды в Bash, то есть в терминале. И вот чтобы каждый раз вот так вот не нажимать на подтверждение, как раз нужен режим Bypass Permissions. Разрешаем. Да, вот он находит каждый отдельный тип файлов, и для каждого нужно подтверждать. Вот чтобы такого не было, нужно запускать его с флажком с правами, чтобы он не спрашивал, короче, в режиме, когда он не спрашивает. Сейчас посмотрим, как он справится с этой задачей. Готово. Он говорит, что все, разложил 4 видеофайла, 17 изображений, аудио, таблицы, код, субтитры. И теперь в Downloads только папки и порядок наведен. А открываем Downloads. Да, все четко, вообще все разложил. Там лежали файлы, и сейчас они там лежат по папочкам. Короче, это классная фишка, но, да, если я закрываю вот здесь сессию, соответственно, у меня бот перестает работать. То есть, что бы я сюда ни писал, это уже не сработает. То есть, сейчас он, по идее, должен ответить, что сессия Нет, смотрите-ка, Да, он продолжает работать, хотя я думал, что раз у нас сессия закончилась, какие папки лежат в Downloads? Прикольно, он продолжает работать. Видимо, показывает pushing comp. Хотя вот в терминале у меня клод не запущен. Это, кстати, интересно. Как он работает тогда? Он, по идее, должен закончить работу после того, как я сессию прервал. Да, вот дальше он уже не реагирует.
Интересная фича. Я не знал, реально не знал, что он еще какое-то время успеет там что-то сказать. Ну все, он не работает дальше, да, это логично. То есть мы заканчиваем сессию, она завершилась, на компьютере у нас ничего нет. А то я думал, восстание машин началось потихоньку. Ладно, все. Все ссылки на документацию и на все вот эти команды будут в описании. Если понравилось видео, жмите лайк. В комментариях задавайте вопросы или просто пишите, как вы, например, используете эту фишку. Это канал «Лысый из браузера». Меня зовут Артем Исламов. Подпишитесь, если все еще не подписались. И увидимся в следующих видео. Пока.